Здравствуйте, друзья! В эфире «Геоэнергетика Инфо». С вами Максим Радайкин и сегодняшний мой собеседник, главный редактор издания «Нефтекаметалл» Владимир Бобылев. Здравствуйте! Здравствуйте, Максим. Украина атаковала газоизмерительную станцию Суджа. Киев все же атаковал ГИС Суджа в Курской области, пишут российские военкоры. Официальных комментариев Минобороны еще не поступало. С 18 марта действует так называемое энергетическое перемирие. Владимир, пожалуйста, прокомментируйте, насколько важна ГИС Суджа с учетом того, что газ как бы там не поставляется, и единственная ли это ГИС из имеющихся? Прежде всего, я думаю, наверное, комментарии пока отсутствуют хотя бы потому, что действительно договоренности о ненанесении ударов по энергетической инфраструктуре вроде бы достигнуты, и после этого прилетает по нефтебазе в Энгельсе, прилетает по ГИС Суджа. В общем, как это комментировать, кроме как ненормативной лексикой, и даже не знаю. То есть договаривались об одном, по факту происходит другое. Ну а что касается технологических особенностей, прежде всего ГИС Суджа – это не единственный газоизмерительный пункт на газопроводе, который шел через Украину, и, соответственно, транзитом поставлялся российский газ до 1 января 2025 года. Я напомню, что изначально газ поставлялся транзитом через Украину с заходом на два газоизмерительных пункта. Это ГИС Сохрановка и ГИС Суджа. ГИС Сохрановка перестал работать в 2022 году, потому что украинская сторона в лице «Нафтогаза» сказала, что они не контролируют проход газа через эту ГИС, они не могут быть уверенными в том, что там что-то по ходу не отбирается, поэтому газ принимать с этой газоизмерительной станции они не будут. Вот с этого момента ГИС Сохрановка не работает, но она находится в рабочем состоянии, она, собственно говоря, существует, там все в порядке, и никаких проблем в том случае, если вдруг транзит через Украину возобновится, поставлять через ГИС Сохрановка вполне можно, для этого нет никаких технических, во всяком случае, препятствий. Что же касается ГИС Суджа, то поскольку мы не знаем, каков объем повреждений получила газоизмерительная станция, плюс ко всему на данном этапе не очень понятно, каким образом ребята из вооруженных сил Российской Федерации выходили из трубы, которая как раз вот та самая операция «Поток», труба приходила на ГИС Суджа, и из этой трубы выходили ребята для того, чтобы штурмовать Суджу. То есть объем повреждений непонятен. Но, опять же, если вдруг возникнет необходимость возобновления транзита, причем сразу через две газоизмерительных станции, то, наверное, за ремонтом дело-то не станет. Поэтому трагизма какого-то нет. Да, действительно неприятно. Возможно, там повреждения достаточно внушительные, исходя из того, какой факел огня видно было, во всяком случае, по фото в СМИ, в соцсетях. Но, тем не менее, если возникнет необходимость, отремонтировать это можно. Возникнет ли необходимость? Это другой вопрос. Украина до сих пор упирается и сопротивляется возобновлению газового транзита через свою территорию, несмотря на то, что уже как бы и уговорами, и даже угрозами Словакия и Венгрия пытаются заставить этот транзит возобновить. Но, тем не менее, пока ситуация там же, где она есть, и, повторюсь, если возникнет необходимость в транзите, и при этом, скажем, ремонт Суджи затянется, или с этим возникнут какие-то сложности, есть совершенно рабочая и существующая ГИС Сохрановка, через которую совершенно спокойно те же объемы можно прокачивать. СК РФ расследует попытку ядерного терроризма в Курской области. Так СК РФ расценивает нападение на Курскую АЭС и повреждение площадки с отработанным ядерным топливом. Пожалуйста, прокомментируйте, что там все-таки произошло и каковы, в принципе-то, риски.
Трудно сказать, что там произошло, потому что информация достаточно скудная и каких-то особых деталей Следственный комитет не называет, но тем не менее в любом случае угроза там, хранилищу отработанного топлива это в чистом виде действительно ядерный терроризм, и то, что это делается именно сейчас после того, как достигнуто какое-то хотя бы на словах перемирие в плане ударов по энергетическим объектам. Ну, собственно, это выходка реально рисковая, угрожающая, потому что, конечно, получить там вскрытое хранилище отходов и фонящее буквально недалеко от Курска там поле с ядерными отходами, ну, это, в общем, ситуация крайне неприятная, я бы даже сказал, трагическая. Другое дело, что Украина, в принципе, использует ядерный терроризм как средство и как орудие. Но мы видим это по ситуации на Запорожской АЭС, по которой что только не прилетало. И дроны, и ракеты, и ДРГ пытались туда заходить. И более того, это все было в формате как бы слухов, но тем не менее были некоторые такие информационные сливы, когда обсуждался вопрос создания на Украине грязной ядерной бомбы. Ну а с учетом того, что, ну, тем не менее, несмотря на тяжелую экономическую ситуацию, ядерная энергетика у Украины есть, она работает. Ну, соответственно, я уж не знаю, как сейчас в порядке, так сказать, переговоров между Россией и США по урегулированию ситуации вокруг Украины. Но, во всяком случае, в прошлом году большое количество специалистов, как военных, так и гражданских, в области ядерной энергетики и ядерных вооружений на Украине присутствовали, это доподлинно известно. Соответственно, что они могли посоветовать и какие инженерные решения они могли предложить в плане создания там грязной бомбы, мы в ближайшее время, думаю, вряд ли не узнаем, а может не узнаем никогда, но технологически такие возможности у Украины есть. Такой вот вопрос. Конечно же, украинская сторона в отношении, например, газопровода Суджи и прочего заявляет о своей непричастности, что это ВС РФ якобы обстреляли свое же оборудование, притом так, чтобы факел огня было видно из соседних крупных городов области. Другой вопрос, а можно ли это рассматривать как реальную провокацию, чтобы Киев показал свою недоговороспособность и был отключен впоследствии от американского снабжения? Ну, ради того, чтобы продемонстрировать недоговороспособность позиции Киева, для этого совершенно не обязательно самостоятельно обстреливать свою собственную, только что отбитую у противника газоизмерительную станцию как объект энергетической инфраструктуры. Ну и плюс ко всему мы видим, что скорее это выгодно больше, наверное, Киеву или тем, кто продолжает помогать Киеву, чем России, потому что позиция этой России, она скорее более такая как бы договороспособная и направленная на урегулирование этого конфликта. Ну а что касается Европы и Великобритании, которые активно поддерживают Киев во всех его военных начинаниях, то как раз это скорее выгодно этой стороне, чем российской. Ну и опять же, мне так кажется, если бы Россия пыталась придумать какую-то провокацию по поводу там, недоговороспособности позиции Киева, зачем бить по только что освобожденной Суджи и по этой газоизмерительной станции. Проще было пойти традиционным путем и запустить что-нибудь, ударив по какому-нибудь НПЗ. По крайней мере, хотя бы это понятно, это объяснимо, это укладывается в такую классическую схему. А вот этот акт, я, честно говоря, не знаю, для чего это могло бы России понадобиться и осуществить вот это таким вот каким-то сложно сочиненным способом. Да, и еще из занимательного в ряде телеграм-каналов Украины было очень много радости факелу газа, который горел над местом взрыва. Но если в рамках спецоперации «Поток» в трубе
до ГИС Суджа не было газа с российской стороны, то это получается факел засасывает газ с украинской стороны, и это получается украинский газ. Опять же, поскольку мы, кроме того, что там что-то сильно горело, пока никаких деталей больше не знаем, и даже, насколько я понимаю, тип боеприпаса, который прилетел в Суджу, тоже пока как бы официально не было объявлено, что это такое. Ну, так или иначе, если это какое-то ракетное вооружение или бомба с модулем управления коррекцией, то там достаточно взрывчатого вещества, чтобы, в принципе, факел в целом организовать. Ну, а что еще могло гореть в газоизмерительной станции? Ну, по идее, там содержатся, во-первых, какие-то технологические запасы газа для поддержания работы самого оборудования. Соответственно, есть какие-то запасы топлива для там, энергообеспечения и каких-то бытовых нужд на самой станции. Скорее всего, это все не было до конца разворовано ВСУшниками, которые присутствовали на станции, поэтому, в принципе, гореть-то могло все, что угодно. Продолжение темы. А как данный инцидент все-таки имел ли он какое-то воздействие на цену на газ в Европе? Трудно сказать, прямая это зависимость или нет, но во всяком случае сегодня, после того, как появилась информация об ударе по ГИС Суджа, цены у нас в Европе резко выросли, и по состоянию на сейчас цена составляет порядка $500 за 1000 кубометров. Это очень интересно. То есть неработающий газопровод, по которому не осуществляются поставки российского газа в Европу, по нему наносится удар, и это влияет на европейские цены, они растут. То есть, соответственно, российская газовая инфраструктура влияет на рынок Европы, даже когда не работает. Может ли повлиять данный инцидент на наполняемость подземных газовых хранилищ в Европе с учетом того, что по предварительным подсчетам газа, который по текущим маршрутам уже поставляется, может не хватить, чтобы полностью удовлетворить спрос и полностью заполнить ПХГ к осени? Ну, скорее всего, именно конкретный инцидент в виде взрыва на Судже на заполняемость ПХГ в Европе не повлияет. Вот скорее, что повлияет, так это отключение украинского транзита с 1 января этого года. Это действительно проблема, потому что европейские лидеры и газовые компании уже не раз говорили о том, что они не боятся зимнего сезона. Ну, собственно говоря, можно сказать, что Европа проскочит зимний сезон в целом, как бы так, не то чтобы достаточно уверенно, но во всяком случае проскочила. А вот чего боятся трейдеры, так это лето, потому что лето придется закупать газ и наполнять ПХГ в рамках подготовки к следующему зимнему сезону. А какой он будет по температуре, сказать пока трудно. И такое счастье, как теплая зима, оно случается не каждый год. Поэтому, если, соответственно, морозы будут не такие, как в этом году, значительно сильнее, то, соответственно, проблемы у Европы будут. Ну, а источники поставок газа, ну, собственно, у Европы есть дорогой американский ПГ, причем настолько дорогой, что часть СПГ-терминалов, которые находятся в Европе, были построены под американский газ, они недозагружены, потому что загрузка их и регазификация этого газа теряет экономическую целесообразность, то есть, проще говоря, становится слишком дорого. Ну и тут отсутствие газового транзита через Украину сыграет с Европой злую шутку, особенно если зима будет не по-европейски суровой. Как вы оцениваете данную зиму? Потому что она вроде как и не была особо суровой, но тем не менее Европа вышла с рекордно низкими за последние лет 10 показателями. Да, совершенно верно, несмотря на то, что зима в целом теплая, были, во-первых, всплески и пики холодов, которые приводили к резкому скачку отбора газа из хранилищ. Плюс ко всему посмотрим, какое будет лето, это тоже важный фактор, потому что газ же нужен не только зимой, а вот летом, когда начинается жара, соответственно, нагрузка на энергосети возрастает из-за большого количества кондиционеров, а приборы эти мощные, и потребляют они много. Поэтому Европа просто не смогла запасти достаточное количество газа, вынуждена была приобретать его в споте,
подкупать там периодически где-то, чтобы как-то перезакрыться. И вот этот газовый хаос, скорее всего, ожидает Европу и в следующем году. Опять же, подчеркну, в том случае, если вдруг не произойдет вот это чудо и не договорится Россия с США, не снимут санкции, не запустят опять газовый транзит через Украину, не начнут, как уже вот как бы есть такие слухи, обсуждения, не начнут возрождать Северный поток, ну, просто других вариантов нет. Придется закупать газ там, по разным ценам, с разными сроками поставки, дорого. Ну, в общем, это будет нелегко, я бы даже сказал, боль. Владимир, большое спасибо за комментарий. Ясно лишь одно, нас ждет много чего интересного. Друзья, подписывайтесь на Нефтекапитал, телеграм-канал, ссылка будет в описании к нашему видео и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации. Спасибо, до новых встреч. До свидания.